На просторах интернета есть информация, что в секту Ананда Марга попасть непросто. Уверяю вас, если вы ресурсный, щедрый и отзывчивый человек, за вас будет настоящая битва. Рыбка покрупнее особая ценность, и чтоб она не выпуталась из сетей в секте, для этого есть специально обученные люди, которые обсуждают, как это делать эффективнее в специально созданных для этого чатах. Самые опасные люди – это лично обработанные Саданандой агенты Смита, задача которых – находить и уничтожать потенциально опасные мысли, идеи и действия, замеченные в системе. Стоит вам сказать такому агенту, что вы практикуете хатха-йогу или делаете пранаяму, не получав ее в Ананда Марге, вы будете немедленно подвергнуты попыткам перепрошить ваш мозг, а все практики вне системы будут немедленно обесценены и раскритикованы. Поначалу критическое мышление будет пытаться установить с вами контакт и спасти вас, но если вы уже сожрали оранжевую таблетку, попытки будут тщетны. Предварительные просмотры видео на канале принесли свои плоды, и на любой адекватный аргумент, выдвинутый вашим здравым смыслом, у вас будет всплывать ответ, бережно вложенный оранжевым директором секты вам в мозг. Помогать духовной организации – великая участь, которая выпадает не каждому. Только самгачит вам в духовной организации, иначе деградация. Только секретные уроки и личные мантры дадут духовный рост. Гуру говорил, помощь родственникам не в счет, а донейшн монахам – лучшее, что вы можете сделать в этой жизни. И так начинается равноценный в кавычках обмен. Вы секте все свои ресурсы, а она вам ложные ценности, догмы и индийского бухгалтера Бога. На этом этапе у некоторых начинают происходить внутренние трансформации, которые неосознанному человеку заметить непросто, но именно они могут стать необратимыми, и выйти из секты будет очень сложно или даже невозможно. Особенно опасно, если все это учение ложится на психологические травмы, комплексы и проблемы в жизни. Со временем у вас могут начать накапливаться агрессия, раздражение или апатия. Оранжевые учителя будут говорить, что вы мало поете киртан или у вас недостаточно преданности. На самом же деле, это нормальная защитная реакция психики на пребывание в секте. Вас в секте используют, обманывают, вами манипулируют и ваши границы нарушают. Это в любом случае не пройдет бесследно, даже если вы в моменте не осознаете свои чувства или эмоции. Несколько рекомендаций для самопомощи. Если вы все еще состоите в секте. Первое. Попробуйте пообщаться с хорошим психологом, и возможно вам откроются скрытые мотивы вашего пребывания в секте. Второе. Попробуйте взглянуть на Ананда Маргу критически, поинтересуйтесь бэкграундом ачарьев, узнайте больше о внутренних делах секты, поинтересуйтесь движением финансов в секте. Третье. Изучите философию других индийских школ, почитайте первоисточники. Когда вы ничего не знаете по теме, вас легко обмануть. Если вы вышли из секты, похвалите себя, поблагодарите за то, что справились и не поддались агрессивной манипуляции и жесткому духовному маркетингу. Если у вас остались негативные эмоции, поработайте с ними, выписывайте на бумагу, рассказывайте близким, обратитесь к психологу. Помните, что вы не одни, люди регулярно уходят из Ананда Марги. За прошлый год ушло 7 ачарьев, и это только те, о которых тут известно, возможно еще столько же в других секторах. Взгляните на ситуацию с другой стороны. Вы год, 2 или больше собирались с малознакомыми людьми в каких-то местах, шатались из стороны в сторону и призывали какую-то бабу, отдавливали себе пальцы на ногах и возможно даже заматывали себе тряпки вместо нижнего белья. Тут много поводов посмеяться над собой.